Привет! С вами Teacher Пол, и моя цель изменить твой английский раз навсегда. В этом уроке мы поговорим о словах-коннекторах и научимся пользоваться ими для составления более длинных предложений. В общем, устраивайся поудобней, мы начинаем! Смотри, для связки похожих по смыслу слов тебе нужно знать и уметь пользоваться такими словами, как and, и, also, еще, as well, также. Вот несколько мини-диалогов, которые показывают, какую важную роль они играют в построении предложений. Например, What do you watch? Что ты смотришь? I watch movies and TV series. Also, I watch YouTube and stand-up shows as well. Я смотрю фильмы и сериалы, еще я смотрю YouTube и также смотрю стендап-шоу. What music do you listen to? Какую музыку ты слушаешь? I listen to pop and rap music. Also, I listen to reggae and jazz as well. Я слушаю поп и рэп-музыку. Еще я слушаю регги и также слушаю джаз. What languages do you know? Какие языки ты знаешь? I know English and Spanish. Also, I know Chinese and Italian as well. Я знаю английский и испанский, еще я знаю китайский и также я знаю итальянский. Как ты видишь, используя данную последовательность коннекторов and, also, as well, мы с легкостью можем объединить 4 похожие между собой пункта в одно целостное предложение. И еще один небольшой нюанс. Словосочетание as well всегда используем в конце предложения, так как это наречие, отвечающее на вопрос «как?». А наречия в английском языке преимущественно ставятся в конце предложения. Немного необычно, но к этому нужно привыкнуть. Окей, двигаемся дальше. But – это негативный коннектор, который ставится между двумя противоположными по значению предложениями и показывает контраст между ними. Например, I read comics, but I don't read books. Я читаю комиксы, но не читаю книги. I get money, but I don't get respect. Я получаю деньги, но не получаю уважения. He eats pizza, but he doesn't eat spaghetti. Он ест пиццу, но не ест спагетти. She doesn't have friends, but she has a good family. У нее нету друзей, но она имеет хорошую семью. По сути, это все, что нужно знать из базовых коннекторов для хорошего старта. Ну что, давай переходить к практике. Итак, для того, чтобы закрепить тему базовых коннекторов, нам нужно будет ответить на пару вопросов, следуя схеме, которая изображена на экране. Например, What do you do? I do A and B. Also I do C, but I don't do D. Задача заключается в том, чтобы соединить три вещи, которые ты делаешь с помощью коннекторов and и also, и одну вещь, которую ты не делаешь с помощью коннектора but. В общем, все вопросы перед тобой. За работу! What do you get? I get candies and chocolate. Also, I get cakes, but I don't get cookies. Where do you go? I go to school and a library. Also, I go to a dancing studio, but I don't go to a swimming pool. What do you have? I have shirts and t-shirts. Also, I have a pair of jeans, but I don't have a sweater. What do we make? We make presents and parties.
Also, we make fun, but we don't make concerts. What do we take? We take cheese and wine. Also, we take bread, but we don't take alcohol. Великолепно! Теперь ты умеешь соединять похожие по смыслу слова между собой с помощью базовых коннекторов and, also, as well и but и строить более сложные предложения. Уверен, данный урок был полезным. Спасибо за внимание. See you soon! Друг мой, если тебе понравилось данное занятие, а также мой подход к изучению английского языка, то я приглашаю тебя стать моим учеником. Свяжись со мной и записывайся на индивидуальные, парные или групповые занятия. Все возможные варианты связи ищи в описании под этим видео. Но если ты из тех, кто привык всего добиваться сам, то приобретай мои методички и достигай поставленных целей быстрее и эффективнее. Благодарю за внимание. Всех благ!